Компания Asus, уже будучи известной на рынке персональных компьютеров, в середине нулевых вышла на рынок мобильных устройств, выпуская простые кнопочные телефоны и коммуникаторы на платформе Windows Mobile. Один из таких коммуникаторов, Asus P526, помимо сенсорного экрана, имеющий физическую мобильную клавиатуру, стал впоследствии одной из самых узнаваемых моделей этого производителя. На момент запуска в России стоимость коммуникатора составляла примерно 16 500 рублей. Устройство работает на процессоре TOMAP 850 с тактовой частотой 200 МГц под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 Professional. Это подразумевает, что устройство обладает прекрасной адресной книгой, позволяет отправлять как ММС, так и сообщения электронной почты, не имеет прямой поддержки, но содержит предустановленный эмулятор Java приложений, имеет полифонический динамик на 128 голосов, хороший плеер, поддерживающий различные аудио-видео форматы, диктофон и мобильные версии популярных офисных приложений от Microsoft. Помимо всего этого, устройство имеет сенсорный экран, распространенный разъем mini-USB для питания и соединения с компьютером, слот для карт памяти microSD, 2-мегапиксельную камеру с возможностью видеосъемки, Bluetooth версии 1.2 с возможностью подключения беспроводных наушников, поддержку Edge и GPS. При этом коммуникатор получился компактным. Он сопоставим по размеру со смартфонами на платформе Symbian. Высота устройства 11 см, ширина чуть менее 6, вес 115 грамм. Толщина устройства 1,5 см. Резистивный сенсорный экран, выполненный по технологии TFT, отображает до 65 тысяч цветов и имеет разрешение 240 на 320 пикселей. Заявленное время работы от аккумулятора на 1300 мАч около 6 суток в режиме ожидания и 4 часов в режиме разговора. На лицевой панели слева от разговорного динамика расположен индикатор уведомлений, который мигает зеленым светом, когда телефон находит сеть, синим, когда включен Bluetooth или GPS, и красным при пропущенном звонке или непрочитанном сообщении. Во время зарядки он постоянно светится красным или зеленым, в зависимости от степени заряда. Клавиатура занимает всего четверть корпуса, и она вполне удобна, учитывая, что любые сценарии ее использования являются лишь альтернативой сенсорному экрану. Она имеет приятную и равномерную подсветку белого цвета. Помимо привычных клавиш, есть кнопка Windows для быстрого перехода к меню «Пуск», клавиша голосового управления устройством, которая при длительном нажатии запускает диктофон, и кнопка переключения режимов. Последние две клавиши можно переназначить на другие действия. Устройство не имеет привычной навигационной клавиши или джойстика. Эту функцию берет на себя навигационное колесо, располагающееся на левом торце. Оно поворачивается вверх и вниз для прокрутки и нажимается для подтверждения действия. Для отмены действий служит отдельная кнопка под этим колесиком. На правом торце находится рычажок для блокировки клавиш и дисплея, кнопка вызова камеры и слот для карты памяти. Снизу 2,5 мм разъем для наушников, разъем mini-USB и в правом углу гнездо для стилуса. На верхний торец вынесена кнопка включения. Сзади находится основной динамик, между камерой и крышкой, закрывающей разъем GPS. Также на задней крышке имеется прорезиненная ножка, благодаря которой телефон не скользит на различных поверхностях. При диагонали дисплея в 2,6 дюйма его плотность пикселей составляет 154 ppi. Это неплохой результат. При показе изображений с минимальным количеством деталей, каким, например, является стандартный градиент на фоне, пиксели практически незаметны. Однако шрифты, иконки и другие более детальные изображения выглядят ребристыми. Помимо классического интерфейса Windows Mobile, Asus предустановила собственный лончер, более привычный для пользователей Symbian смартфонов. Здесь скрывается меню приложений в виде списка или сетки из 12 иконок. Оно адаптировано под управление навигационным колесом, но часть отдельных функций в приложениях все же обязывает использовать стилус. Целых 3 раздела этого меню посвящено совершению вызовов, и во многом они дублируют функции друг друга.
Приложение «Телефон» служит для быстрого вызова контактов и просмотра списков последних разговоров. Звонки – это подраздел приложения «Телефон» с более подробным списком вызовов. Контакты же имеют удобный поиск и возможность записать целое досье на того или иного человека, вплоть до указания служебного адреса, телефона организации и должности, телефона помощника или руководителя, имени супруги или супруга и детей. Если этого недостаточно, в заметках можно написать что-нибудь еще. Раздел «Офис» скрывает в себе подраздел с набором мобильных приложений Microsoft Office. Их возможности на сегодняшний день довольно скудные. И хотя Excel весьма неплох, в нем есть поддержка функций и построение диаграмм, Word же больше похож на обыкновенный блокнот. Нельзя, к примеру, вставить изображение, создать таблицу или добавить всем полюбившиеся стили Word Art. PowerPoint же не позволяет редактировать презентации, только просматривать. Тем не менее, даже эти возможности на момент появления этих приложений были внушительными. В этом же разделе находится календарь с напоминаниями о встречах, список задач и заметки, позволяющие записывать как печатный, так и рукописный текст, зарисовки и голосовые записи. Профили служат для смены режима звонков. Такая возможность есть практически в каждой звонилке, но по умолчанию этого приложения нет в системе Windows Mobile. Камера в стандартной оболочке Windows Mobile скрывается в разделе «Фото» и «Видео», что не очень удобно. Она имеет как фото, так и видеорежим. Для каждого доступно немало настроек, регулировка которых требует использования стилуса, так как устройство не имеет четырехпозиционные клавиши, хотя приложение камеры подразумевает ее присутствие. Среди настроек фотоаппарата можно обнаружить сцену, она является неким переключателем выдержек, изменение размера снимка, настройку качества изображения, цифровое увеличение снимка. Оно не работает на максимальном разрешении. Чем ниже разрешение, тем сильнее кадр можно приблизить. Таймер автоспуска. Создание серии снимков в количестве 4 или 9. Рамку, работающую только при разрешении снимка 320 на 240 пикселей, как у дисплея. Несколько привычных эффектов. Выбор устройства хранения и другие настройки для регулировки баланса белого, включения или выключения звукозатвора, выбора автоматического наименования снимка и так далее. Качество получаемых снимков неплохое. Единственным недостатком можно считать отсутствие вспышки. Съемка видео возможна в двух форматах – 3GP и MP4. При этом разрешение записи для каждого формата разное. В любом случае, ни один из вариантов не покрывает экран устройства, а во время съемки оно не растягивается. Снимать, глядя в такое окошко, совсем неудобно. Как и в фоторежиме, тут доступен цифровой зум, на этот раз для любого выбранного разрешения, и несколько простых эффектов. К русской локализации этого приложения есть вопросы. Кнопка сообщения сразу перенаправляет в стандартное приложение. Для SMS доступны только шаблоны сообщений, которые можно перенастроить. Здесь нет никаких анимированных смайликов или мелодий. Все-таки коммуникатор позиционировался как устройство для серьезных людей в костюмах, которые не отправляют смайлики. Зато есть возможность отправки сообщений электронной почты с нескольких аккаунтов и ММС с очень удобным интерфейсом. В меню «Игры и приложения» находится Internet Explorer. Здесь это простой и удобный браузер, в котором можно регулировать размер текста, разворачивать окно во весь экран, выключать картинки для экономии трафика и отправлять ссылки на те или иные страницы по SMS или электронной почте без дополнительных действий. Windows Media Player – это стандартный проигрыватель медиафайлов. Можно составлять плейлисты, воспроизводить треки в случайном порядке или ставить на повтор, просматривать свойства файла и теги, разворачивать видео во весь экран. Еще предустановлены стандартные для Windows коммуникаторов две игры. Всем известная косынка и Bubble Breaker. Прекрасная убивалка времени, цель которой – лопнуть как можно больше разноцветных шариков, в идеале не оставив ни одного и набрать как можно больше очков. Java – это эмулятор мобильных приложений, куда они попадают после установки. Изначально он совершенно пустой. Оставшиеся в этом разделе Windows Live и Messenger больше не поддерживаются компанией Microsoft и не работают. В меню «Файлы» находится проводник, где располагаются все файлы, в том числе системные.
поиск по этим файлам и галерея с возможностью просмотра фотографий в режиме слайд-шоу. В разделе Organizer присутствует Voice Commander – приложение для голосового управления, калькулятор, для использования которого необходим стилус, с клавиатуры возможно ввести только цифры, встречи, которые также интегрированы в календарь, но как отдельное приложение его скорее стоит назвать «Мировое время», ведь здесь можно удобно распланировать день в другой точке планеты относительно своего местоположения. Работающий по Bluetooth пульт для удаленного управления презентацией PowerPoint и приложение ActiveSync, которое служит для синхронизации устройства с компьютером. Изначально пустой раздел «Избранное» позволяет добавить в него любое приложение, как в общем-то и другие разделы вроде Organizer или Office. Последний пункт меню предназначен для многочисленных системных настроек, коими славится как десктопная, так и мобильная версия Windows. Отсюда происходит установка мелодии звонка, настройка громкости и баланс звука, меню «Пуск» и экрана «Сегодня», выбор темы оформления, вместе с которой меняется скин плеера Windows Media, удаление программ, регулировка различных сетевых подключений и многое-многое другое. Все эти настройки удобно распределены по категориям, тогда как в стандартной оболочке от Microsoft можно легко запутаться. Еще одно нововведение от производителя – приложение «Помощник Asus», доступное с экрана «Сегодня» и позволяющее следить за состоянием устройства. Слева и справа от него расположена кнопка смены ориентации экрана и фильтрация вызовов. Несмотря на наличие GPS-приемника, приложение для навигации и карты следует приобрести отдельно. В конечном счете этот коммуникатор стал бестселлером марки, практически не имеющим недостатков. Пользователи, купившие P526, жаловались в основном лишь на отсутствие Wi-Fi и на замену привычного джойстика из предыдущей модели P525 колесиком. Для кого-то не хватало мощности процессора, но главным его достоинством является прежде всего низкая цена при высокой функциональности. К тому же, наличие стандартной физической клавиатуры могло подтолкнуть к приобретению консервативных покупателей, ранее использовавших обычные кнопочные телефоны и не знакомых с мобильной операционной системой от Microsoft. Покупатели, не нуждающиеся в физической клавиатуре, могли доплатить еще 2000 рублей и купить HTC P33 2.0, имеющий Wi-Fi модуль и радиоприемник. Среди смартфонов Nokia ни один не мог предложить за такую цену наличие GPS-приемника. Но можно было обратить внимание на Nokia E65 с поддержкой Wi-Fi или мультимедийный аппарат Nokia N73. А примерно через год компания Asus, прислушавшись к покупателям, выпустила новый хит P527 на том же процессоре, но с привычным джойстиком и модулем Wi-Fi.